Всем привет! У нас обильно цветут яблони в этом году. Так выглядит сад наш. Обильное цветение, огромные цветочки. Здесь ранние, поздние у нас яблони. И смотрите, какие крупные лепесточки у цветочков, у этих фруктовых деревьев. Посмотрите, у нас снежный ковер на зеленой траве. Вот такое изобилие. Что сегодня я делаю? Сейчас между розами пройдусь. Отцвели уже мои цветы. Вот эти ранние, я их сейчас срежу. Нарциссы. И все, я освобожу место для роз. И еще, что я в этом году между вот этим пространством, между кустами роз просадила бархотки. Вот такие у меня будут клумбы в этом году. Замечательный денек с утра. Солнышко яркое, светлое, припекает так хорошо. Наконец-то дождались тепла. Первое настоящее тепло. В клумбе у меня есть тюльпаны. Последние вот они, тюльпаны. Все тюльпаны у нас вот с такими огромными цветами. Прям бутоны такие вот цветов огромные. Красные уже уходят. Тоже сейчас отцвевшие обрежу, срежу, то есть вот эти тюльпаны. Ну вот последние. Смотрите, какой огромный бутон. Вот такие цветные. А здесь уже в клумбе у меня сидит петунья. Сейчас освобожу ей место, срежу тюльпаны. И будет клумба из петуньи. Все хвойнички свои уже и пином прошла дважды. Канадская ель у меня в этом году немножко получила, пригорела, была ржавчина, отошла. Вот так обильное сейчас цветение идет у канадской ели. Очень красиво цветет. Такое яркое. Все распушилось, расцвела. Кипарис мой тоже цветет. Вот так он выглядит, который я спасла и спасаю. И он меня радует. Он благодарит меня за мой труд. Спасибо ему большое. Единственный, который прижился, кипарис, очень тяжело в нашем регионе растет. И тоже, видите, какие кончики у кипариса сейчас. Тоже цвет пошел. Такой нежный, нежный салатовый цвет. Можжевельник колоновидный тоже в цвету. Ну, очень люблю эти хвойники. Тоже радуют меня. Ель голубая. Вот такие у нее побеги, молодые росточки. Перерастает так. Все, раскрылись. Мы ее тоже, макушечку, режем, чтобы уже высоту не росла, иначе все зарастет во дворе. Эти елочки сформированы. Вот елочка лесная у нас тоже такие побеги уже отцвела. Вот такие нежные. У них не только нежный цвет, а еще и на ощупь они мягенькие, нежные, нежные. Во дворе очень много птиц поют. Вот это моя клумба, уже я ее тоже туи стригла и в ширину, и в высоту. И можжевельник свой постригла, вот такой шарик. Вот один можжевельник колоновидный, о котором я мечтаю выстричь его по спирали. Змейкой сделать его. Попробую все-таки сотворить. Не буду бояться, все это сделаю. Здесь у меня тоже посажена петунья. Первые вот цветочки появились. Вот такие.
такие цветом. Посмотрите, какие огромные цветы. Какие красивые. Подкормить их надо будет. Развести удобрения. Лаванда вся моя принялась, которую я в том году черенковала, размножала. Вот тоже первые цветочки. Вот такие у нас еще беленькие на зеленом. Очень эффектно смотрится. Спирия цветает возле бани. Но она не обильно в этом году у меня цветет, потому что я ее очень сурово в прошлом году резала. И с другой стороны тоже петунья, лаванда здесь. Первые цветочки уже формировала. Сейчас покажу, как она выглядит, эта клумба. Вот такая барвинок цветет. Вот такими синенькими цветочками. Мох мой разросся как. Ну, все вот так вот привела. Бадан вот так отцветает. С прошлого года Анютины глазки у меня цветочки. Покажу вам. Красивые какие. Листик еще маленький. Но в прошлом году он у меня серьезно подгорел. Верхушку я срезала, иначе он бы уже на 1,5 метра был. Вся сгорела верхушка. На сегодня он так, как кустик выглядит, ну растет. Тоже цветет. И еще у меня одна клумба. Смотрите, здесь какие Анютины глазки. Красивые. Ой, какие цветы красивые. Наш огородик. Вот здесь 2 сорта лука. Вот такой перед нами в первом ряду это лук русский размер. Сажала его из рассады, высадила. Огромные луковицы должны быть. Посмотрим. Название такое русский размер. Вот это грядочка весенняя. Я сажала здесь лук. Вот с весны уже так пошел лук. Зелень постоянно подсаживаю. Вот здесь зеленушку насажала. Здесь у нас ежевика, малина и тоже грядочки с зеленью. Это мы в винограднике сейчас. Виноград ожил почти весь после зимы. Вот так грядочки с помидорами. Здесь несколько сортов. Помидор до 10 сортов, по-моему. Так, моих было 8. И я еще купила 3. 11. Свекла. Дальше идут кабачки. Морковь. Морковь мне очень хорошо взошла. Хочу подкупить еще семян и еще просеять. Что-то не радует. Я сажала в этом году на ленте морковь первый год. И как бы не очень она взошла. Видите, сколько сорняка. Вчера побоялась здесь дергать. Не вижу. Еще зелень. Еще вот кабачки. Это наше поле картофельное. Картофель зашел. Капуста. 3 вида: ранняя, средняя, спелая и белокочанная вся капуста. Короче. Перцы. Острые. Здесь тыква. Рядочек. Видите, как сгорела от холода тыква. Такие хорошие тыквы я вырастила. И вот такие ожоги от холода получили. Но не хочу пока убирать. Такой стволик большой. Вон живой листочек пошел. Что я сделала? Развела эпин и обработала эпином. Щавель, вот столько много, урожайный. Уже 3-й раз режем щавель. Так, что я еще не показала. Вот пришли грядки. Здесь у меня клубника. Несколько сортов я выращивала сама из семян. Вот такая у меня грядочка клубники. Здесь семенами луночки разложила
огурцы, семена огурцов. Это чеснок и зимний лук. Вот такие грядки. Под зиму сажали тоже лук. И грядка с огурцами. Тоже несколько сортов. Смотрите, тепла не было. Правда, мороза тоже не было. Уже я сажала под укрывной тканью. Были огурцы. И все, семидольные листочки все равно подмерзли. Видите, какие белые ожоги. Не хватало тепла. Вот такой огородик наш. Короче, живем, все у нас есть. Есть чем заниматься. Все высадили, теперь только ухаживаем. Ребят, до новых встреч. Часто не показываю свою усадьбу. Ну, работы очень много. Не буду сильно заморачиваться. Буду работать только от души. Когда захочу, тогда буду выпускать видео.